В этом ролике я дам несколько советов, как вы можете поддержать свои суставы, а также я расскажу, как это заболевание лечится в тибетской медицине. Этот процесс постепенно начинается у всех людей, начиная с 25-30 лет. Как только рост у нас останавливается, заканчивается, мы начинаем постепенно разрушаться. И есть факторы, которые ускоряют этот прогресс. Первый, самый важный, это холод. Когда мы постоянно замерзаем, когда мы постоянно подвергаем холоду свои суставы, ускоряются процессы разрушения, дистрофических, дегенеративных изменений. С точки зрения тибетской медицины, это заболевание называется болезнью холода. Второе – это малоподвижный образ жизни. Каждый сустав в нашем органе – это отдельный орган, который имеет свой внутренний анаболизм и катаболизм. И эти процессы должны быть постоянно в равновесии. Но когда мы мало двигаемся, у нас процессы разрушения начинают опережать процессы восстановления. Это тоже приводит к ускорению разрушения суставов. Третье. Стрессы. Стрессы приводят к постоянному напряжению. Напряжение нарушает лимфоток, кровоток сустава в отдельно стоящего органа. И это тоже начинает ускорять разрушительные процессы. Как помочь себе? Первый – это снизить вес. Конечно, если у вас есть избыточный вес, то все суставы имеют избыточную нагрузку. И это плохо влияет на этот орган. Второй – наладить правильное питание. Что такое правильное питание с точки зрения здоровья суставов? Это сбалансирование применения в рацион продуктов животного происхождения, белков, жиров, разных волокон, коллагеновых. Такие как холодец, они являются как источниками структурных единиц самих суставов, так и они сами по себе еще и стимулируют работу самих хондроцитов, которые вырабатывают необходимые компоненты для самих суставов. Далее, добавление в питание специй, имбирь, кардамон, корица, карри, куркума, черный перец. Эти специи, они обладают противовоспалительными свойствами, так как в разрушающемся нашем суставе всегда есть какой-то вялотекущий хронический воспалительный процесс, активизирует тоже доставку необходимых компонентов в сустав, активизирует микроциркуляцию крови, разжижает кровь и так далее. Вообще использовать все эти специи очень полезно для долголетия наших суставов. Напишите в комментариях, если у вас есть артроз, как вы питаетесь? Что-то меняете в питании для того, чтобы уменьшить боль, замедлить процесс и так далее. Третье – это двигательная активность. Всевозможные гимнастики, восточные особенно, они все очень хорошо влияют на сустав. Йога, тайчи, цигун. Но есть одно движение, которое я сам применяю в своей жизни. Это суставная гимнастика «1000 движений» академика Амосова. Академик Амосов разработал 1000 движений, все суставы разделил на 10 групп, и с суставами каждой группы нужно выполнять 100 движений. И 100 умножаем на 10 групп, значит 1000 движений. Четвертый. Есть один лайфхак в Бурятии, в Монголии, который применяют люди в возрасте. Это натирание барсучьего жира в суставы. Кстати, барсучий жир продается в аптеках рецептурных. Я видел флакон, прямо наверху написано «барсучий жир». Можно натирать во все суставы и греться на солнце. Когда ультрафиолет попадает на барсучий жир, он начинает активизировать компоненты, которые есть в этом жире. А барсучий жир обладает противовоспалительным, антибактериальным и заживляющим эффектом, регенерирующим. И солнце помогает впитаться жиру глубоко в сустав. И это помогает продлевать жизнь нашим суставам. Это вы можете делать сами. А сейчас я вам расскажу, как тибетская медицина может вам помочь. А для начала вот вам 3 отзыва от наших пациентов. В нашу клинику приходит очень много людей с остеоартритом, деформирующим артрозом, которые не хотят принимать много таблеток или применять на себе инвазивные методы лечения,
и хотят лечиться другими методами. И поэтому у нас очень богатый опыт лечения этого заболевания. И сейчас я вам расскажу, чем мы лечим. Первый, самый важный, это, конечно, иглорефлексотерапия. Применение иглоукалывания очень хорошо восстанавливает естественные процессы в суставе и уравновешивает анаболические и катаболические процессы, то есть замедляет старение суставов и разрушение. Массажи, которые применяются для разгрузки мышц, которые держат суставы. Когда разгружаются мышцы, в суставах исчезает напряжение, и это тоже способствует к лучшей работе суставов. Остеопатия. Остеопатия – это холистическая практика, которая рассматривает организм как целостную систему и запускает собственные силы организма для замедления и уменьшения дистрофических дегенеративных изменений в суставах. Также мы широко применяем фитотерапию. Фитотерапия достигает множества эффектов. Воспаление убирает, хроническое вялотекущий системный воспалительный процесс. Второе. Улучшает внутренний процесс анаболизма суставов, то есть улучшает работу синовиальных мембран, работу хондроцитов, которые обеспечивают необходимыми компонентами сам сустав, улучшает кровоток, лимфоток в самих суставах. И фитотерапия включает внутренние механизмы саморегуляции, и организм уже включает собственные силы для того, чтобы восстановить процессы разрушения в суставах и замедлить эти процессы. Скажите, можно вот эти фитопрепараты купить где-то в аптеке или, не знаю, может, где-нибудь еще? Ты знаешь, я об этом думал. И исходя из комментариев людей, которые все время спрашивают сборы, да, я думал, как можно это сделать. Но в тибетской медицине немного фитосборов можно давать так, без рецепта, как говорится, без консультации врача. Те препараты, которые я в этом ролике говорю, их, к сожалению, нельзя. Когда я назначаю эти препараты, я же имею связь с пациентом, и я слежу, что происходит с ним дальше. Это важно. Поэтому мы не можем все сборы просто так всем раздавать. Так как я ранее сказал, что это заболевание в тибетской медицине считается как болезнь холода, то логично, нужно из организма вывести холод. И в тибетской медицине есть такое средство табан-аршан, переводится как сбор из 5 трав. Табан-аршан применяется у нас в клинике при лечении этого заболевания. При этом заболевании бывают следующие симптомы. Боль в суставах, которая не дает температуру. По утрам скованность в суставах, которая через полчаса, час движения все проходит и исчезает. И еще деформация в суставах. Это уже проявляется в поздних стадиях остеоартрита, но чаще всего это начинается на кистях рук. Если деформация появляется в этом суставе, то это бугорки Гибердена. Если появляется в этом, то это бугорки Бушара. Это самые наглядные признаки деформирующего остеоартроза. Но и у женщин чаще всего может начаться с большого пальца на ноге, где большой палец соединяется с плюсневой костью. Поэтому, как только вы замечаете эти изменения, сразу нужно прийти к врачу. Будьте здоровы!